Универ? А как это? Ай, да, блин, ну это Даник, ну я не вижу его, Кристиан. Как же меня все это достало. Реально. Надоело одни и те же Аравии, одни и те же меты, скауты, вот это все. Так, погнали, врываемся в турнир Sudden Death Showdown 2. Внезапная смерть. Вот даже послушайте, как звучит. Внезапная смерть. Почему этого мы не видим больше в эпохе? Почему мы не видим больше всяких приколов? Ну ладно. Ладно, хватит бомбить. Включаемся в игру. Турнирный матч Sudden Death Showdown 2, который захостили... А кто это захостил вообще? Так персона вообще. Неважно. Но там есть несколько дивизионов. Там чувак захостил, интересно, да? Я играю в первом дивизионе. И товарищ Данил из Беларуси. Так, тут какой-то вопрос с рестартом был, но вроде ребята решили не рестартить и продолжили дальше. Соответственно, я думаю, это второй дивизион. Данил уже максимальный рейтинг у него вообще 1934. Вы его, я думаю, знаете по нашим многочисленным видео. То есть челик реально апается и даже был номинирован на прорыв года. Он буквально там апнул, ну так нормально, 300, где-то 400 поинтов за год. И против него играет Хьюджиек. По-моему, это организатор каких-то тоже турниров, либо админ где-то. То есть довольно такой известный чел относительно. Ну, у него рейтинг пониже 1700. Ну, и, соответственно, они зарубились. Не знаю, какой конкретно здесь счет, но вроде как Best of 3, вроде как погнали. Карта Eruption. Да, огромный такой какой-то Килиманджаро, да. Прикольная карта, кстати, что-то она выпала из турнира в последнее время, но мне она как-то даже и заходит, знаете. Что-то как-то... Аравия, но не совсем. Ну, интересно, типа Gold Rush такой. Ну и в чем особенность режима и вообще турнира «Внезапная смерть»? Это в том, что у вас есть только одна ратуша. Если вы ее теряете, вы проигрываете моментально. Вот, внезапно. Соответственно, одна ратуша. Поэтому смотрите на нации. Да, очень популярный пик персов здесь. Потому что, и тут стоит, да, акцентировать внимание, не только потому, что у перса 4800 хп на старте, да, то есть в 2 раза выше, казалось бы, уже супер. Так еще и задумайтесь, так как вы играете всегда только в одну ратушу, вы не можете добавлять новые ратуши, это в принципе запрещено, то ваша одна единственная ратуша работает быстрее с каждой эпохой. Погнали, чуть промотаем. Соответственно, это большой бонус. Вы всегда играете с преимуществом по производству крестьян. То есть Кельт не может добавить 3 ратуши, да, с бонусом на лес. Нет, он тоже будет играть в одну ратушу. Поэтому Виза тоже неплохо, но перс очень сильный. Тут пик, в принципе, неплохой, но Кельт. Для чего тут пикается Кельт? У Кельта, да, больше леса. Да, возможно, это как-то помогает чинить ратушу. Ну, может быть, даже не знаю, какую-то осадку можно использовать здесь, да? Но посмотрим. Соответственно, пока ребята подгоняют оленей прям с холма. Так, релик в центре. Тут интересно, можно так замки ставить и вниз стрелять. Прикольно, вот это прикольный такой Gold Rush, я бы сказал. Тут много оленей, действительно. Много домов у Даника. Ну и чё, ребята не адлят. Есть дополнительные релики, еще 5 штук. Пока все супер стандарт, но это все пока. Даже предлагаю ускорить, ну и Даник решает завалиться. В принципе, да, по диагональке тут довольно удобно. Здесь что-то думать. Тут на самом деле в такой ситуации надо было креста, наверное, наружу брать, чтобы вот этот обход не делать огромный, да. Но он каким-то другим вилом будет или что? Куда-то золото пошел. Ну, можно было наружу его выгнать и вот тут все строить. Ладненько, понятненько. Либо обворить лес, либо вообще забить. Так, а здесь у нас получается тоже 2 золота, 2 по 4 тайла. Понятненько. Что еще? Кельт может. Ну, в принципе, не то чтобы очень много, да. Но зато кавалерийские нации он вроде как может контрить. У него очень четенькие пики, быстрые. Соответственно, кавалеров, саваров он может погонять персидских. Но у перса есть тоже свои приколы. Это порох. А на самом деле у него хороший порох. У перса, наверное, нет осадной инженерии, да. Так, тут произошел апгрейд. И скауты. Да, скауты, вот здесь барак. Стандартное экономическое открытие. Скауты и экономические апгрейды. Чтобы бах-бах-бах. И очень жадно играет Хьюджи. Да, ну, он, наверное, знает, что он стоит по рейтингу, да. И вот даже блочит, но решает так убить. Кстати, нормальный такой компромисс. И пошел уже в разведку или нет? До сих пор не разведал, где Даник. А Даник же сам не ходил в разведку. Ну он типа ходил. Ну, не то чтобы что-то увидел. Апнулся без лума. Воу-воу-воу-воу. Неужели это какой-то вот... Да, это посткатывал.
Наглый Даник здесь, смотрите, как интересно поступил. Так, понял. Он у нас без шахты на золото, забывает его ручками. Так, и получается у него будет 130. Ага, неплохо. Угу, но Луман все равно сделал. Короче, он добыл здесь, да, где-то 80 золотых. Соответственно, после Лумана у вас 50 остается, он добыл 80. Да. Того 130, но надо еще продать что-то. И он продает камень. Ну, камень тут спокойно можно действительно продавать, ратушу все равно не поставишь. Но замок. Замок непонятно. Так, а что у нас по скаутам? Так как Хьюджи у нас... видите, Хьюджи до сих пор ищет, но уже... А вдруг здесь? А вдруг... О, что там было? Что там было, Хьюджи, ты не увидел? Хьюджи мог увидеть, что это? Я сам еле увидел, господи. Он увидел или что-то было, движение? Он что-то как будто увидел, он такой... Может, по миникарте что-то было? Может, скаут просто и все? Ну, пофиг, скаут, зачем мне отвлекаться? Нет, он что-то чувствует. Нет, он что-то... Нет, он заметил. Нет, Даник выбрал серый цвет, чтобы всех обхитрить, но не получилось. Это дизастрище, я думаю. Барака нету, пики не придут. И, ну, тут нет смысла как молиться. Тут слишком много скаутов. Тут слишком... Ну, кстати, почти одного скаута запенял, но, конечно, это дизастр. Дизастр 22 креста всего остается. В сравнении здесь 28. И очень неплохо здесь макрится Хьюджи. Потому что у него уже есть второе здание. У него уже еда здесь есть за счет оленей, да. 2 лесопилочки. Золотом пока немножко не успевает. Но ну да, золотом, кстати, он немножко не успевает. И здесь заход еще какого-то кабана еще нашел. Даник решает пойти или не пойти. Думал тут Хьюджи. О май гад. Барак строится для пик. Здесь неплохие квик-волы. Вот тут, правда, не доделано еще пока. Но здесь вроде четенько. Да, все неплохо. В принципе, их можно попытаться запереть, как-то прыгнуть. Окей. Как-то запереть. Но они и так заперты, да? Скауты заперты на вашей базе. Не всегда это хорошо. Соответственно, ну, пила сразу. То есть добыча леса будет космическая здесь у Кельта. Хьюджи, кстати, минута. Это окей. Делает он хомут. Что-то золотом он не успевает здесь. Нет, все-таки вот у него здесь чуваки строят. Долго-долго, да. Так, ну что. Барак достраивается, но здесь... Ай-яй-яй-яй. Надо было Данику понимать, что чувак будет отсюда выбегать. Будет точно. То есть это его единственный вариант. И надо было здесь, ну, короче, домик сделать и больше хпшек разменять скаутов. Ну что ж, добытые ресурсы у перса больше, но не сильно. Ягоды закончены, посмотрим. И с холма решает убить рынок. Ну, такое развлекалово. Не думаю, что тут Даник тупанет. 2 пики отпугну. Да и Хьюджи сам понимает, что только... Рынок ему тут не убить. Короче, кресты уходят в центр. Нажимается переход быстрее у перса, но успеют ли они... не могут успеть прийти, сесть олени, потом поставить сюда ратушу. Но здесь разве ратуша ставится? 2 стрельбища вообще вот так. Просто так много крестьян. Интересно. Как будто они хотят ратушу строить, разве нет? Можно попытаться затцрашить на турнире САД-НДС, но это может привести к внезапным вещам. Ладно. Ну, когда я первый раз подумал, как можно убить всех на САД-НДС через персидский ТЦРаш, я, короче, да, я понял. Гениальность. Универ? А как это? Да, блин, ну этот Даник, ну я не вижу их по крестьянам. Так, не в ту сторону мотаем. О-о-о-о-о! Чувак пошел максимальный обход. Тут уже скауты выглядят. Вот он. Ха-ха-ха. Тут волк, но помощь на месте. Скаут очень сильно здесь помогает. ЭПшки не разменены. А я думаю, ставится универ, хотя даже осадки нет. Алло. Сейчас универ ставят только, когда хотят сделать баллистику. По сути, да? Погнали. А что, у нас ресов достаточно? Продано. Камень полностью продан, тут все дела. Вторая осадочка. Ну что, проверка персидской ратуши будет, кажется. Перс тут, кстати, понимает, что камень ему нафиг не нужен. Тут слонов навряд ли будет выходить. Плюс, хотя, почему бы нет? Хотя, да. Плюс, что еще? ПЦшки не добавить. Ну, кстати, есть вариант вышками давится. Ну ладно. Тут прикольненько все приваливается. Слушайте. А ведь, да, слоны прям совсем будут мусор, потому что пики быстрые у Кельта, плюс еще у Скорпов, кто не знал, есть бонус по слонам 6. Это вообще вот супер неочевидно, но слоны не то чтобы, точнее, Скорпы не то чтобы контрят слонов, но бонус плюс 6, то есть 12 плюс 6 это 18, а у тяжелого Скорпа вообще забей.
а у китайского тяжелого скорпа с холма... Ладно, все. Так, арбалет апается. Что? Чувак сделал несколько лучников, делает арбалетов. Я-то думал, это конные лучники. И остается просто на золоте, да, шахта и контроль здесь через засадочку. Окей, ну понятия не имеет, что у него в тылах. Скорпионы. Та-ра-та-та-та, та-ра-та-та-та-та. И они быстро стреляют, но без баллистики. Да, баллистика не успел сделать. Хотя лесы как будто бы чики-пуки. Как будто бы чики-брики. Проблема здесь, Даника, я, кстати, уже понимаю, какая. Золото. Золото ограничено. Здесь непонятно, как добраться. Здесь, конечно, чувак может работать на золоте, прекрасно, но это один чувак. А центр мы не контролим. Так, ну что ж. Две катапульты. Напоминаю, что сами инженерки быстрее работают на 20%. Плюс они и стреляют быстрее на, не помню сколько процентов, скажем, пусть 15. Ну и тут чувак, конечно, такой, блин, нахера я в лука вышел против кельта? Дурак, что ли? Дурак. Ладно, баллистика делается. Отличненько. И, то есть, супер агрессия от Даника. Кстати, не сильно он встает на 3 креста. Есть рыцари. И рыцари это проблема для осадки. Тут еще вырастает катапульта. Так, Даник, смотрите, он готовит плацдарм. Готовит плацдарм. Ай-яй-яй, 1,5 катапульты, считаем, минус. Итак, здесь нужен хороший выстрел, потому что ничего другого нету. Выстрел идет неплохой, но достаточно ли? И кажется, что... Где крест? Ну, креста тоже нельзя терять, он единственный форвардный, выходит катапульты. Чинить срочно! Или монах. Монах заказ. Срочно чините, Даник это понимает. Какие дома? Дома могут дома сделать. Дома вообще не нужны сейчас. В моменте. Приходят лучники, а здесь ничего нету. Здесь только сидит пик. И здесь еще 4 пика. Они убили здесь скаута, вероятно. Так, пошла жара. Здесь делается манганелька уже скоро. Раненая катапульта, не хватает леса, мультитаска и всего прочего. Кстати, креста бы еще вычинить. Пики убивают чуваков, на Данике реагируют, уходят на чуть-чуть внутренний лес. Пики сдохли, но пофиг. Скауты убивают какого-то рандомного скорпа. Да, к сожалению, тут придется вот контролить вот эту еще территорию. Может, надо какую-то тропинку сделать, заборчик. Скорпы куда-то лезут. Нельзя никуда лезть, какие-то кресты умирают. И здесь 2 рыцаря против скорпионов. Ой, как тут тяжело объединить всех. И получается не очень. Минус катапульта. Еще это выжило. Нет. Нельзя. И тут 2 они под себя не могут стрелять скорпы. Соответственно, дизастр. Понимает Даник, что это катапульта мертвый, поэтому пытается просто дать выстрел. И выстрел, ну, норм. Блин, вот бы еще верстов убил. То есть эта катапульта бы по-любому умерла. Тут еще монах спрятанный или... Он там полуспрятанный, да. Ну, рыцарь сконвертился. Но решают увести рыцаря. И дизастер. Да, здесь лучники ничего особого не добились. Они убили буквально 4 пика. И все. Но была поставлена даже осадка Даника. Пока у него лес золотом есть баллистика. Ферм супер мало и ни хера нету. То есть пуш, считаем, ну, как бы провалился. Но Даник пытается... Так, еще скорб. Хотя тут раненые. И с помощью рыцаря отгоняет. Ну что ж, пытается дальше улынить. 2 осадки кельтские. Это как 2,5 осадки. Это жесть. То есть и лес супер быстро добывается, да? И сами осадки работают быстрее, и сами скорпы стреляют быстрее. Есть баллистика, то есть столько бонусов тут, конечно, блядь. Но против вас стоит ТЦ 5000 хп ТЦшка. Но можно даже прокачать еще в замковой эпохе каменную кладку, и тогда будет 5200 хп, а если архитектуру, то, по-моему, 5760 хп. То есть почти 6000 хп ТЦшка на этом упал. То есть забей. Итак, выход на золото. Ой-ой-ой-ой, как же тут вовремя лучники, почему не ушли? Ну, видимо, ката их напугала. Соответственно, делается рынок. Почему? Почему-то, потому что голды слишком много здесь. Кстати, отбивается эта голда, но пофигу, Хьюджи на это, тут центр. Игра идет вообще не через центр. По крайней мере, от Даника. Так, немножко мотаем, кажется, он готовится. Туда идет скорб. И 2-я шахта, люблю такие мувы. А еще бы ап на золото бы как-нибудь сделать, может, через рынок. Да, реально, продать 100 камней, тебе нафиг не нужных. Это раньше была фишка, что когда у вас 0 камня, вы не можете чинить ТЦ. То есть на вычинивание ТЦ тратится только лес, но нужно, чтобы ты имел хотя бы 1 камень. Но сейчас такого нету. Тебе не надо этот камень. И, кстати, тут неплохо воль. Сам последний момент. Это рыцарь вылечен. С конверчами. 2, и тут 4 катапульты. Готовится 2-я волна пуша. Соответственно... Можно спокойно продавать, короче, камень и чилить, апать золото, потому что на золоте 24. Вот в таких улынах это просто необходимость. Скорпы буквально прячутся, здесь катапульта, но довольно далеко. Так, вроде выстрел, но не очень. Ну, вроде как спасать. Здесь арбалеты приходят. Ладно. А крест, я так понимаю, сдох, честно говоря. Окей. 40 крестьян на 45.
ребята прям сильно сконцентрированы вот на всей вот этой вот территории, потому что Хьюджи не хочет просирать ТЦ, он понимает, в каком турнире играть, в отличие от Левиса. И 3 катапульты здесь оказывается, вашу мать. И сразу минус тут по голове, ну вроде как тоже минус дается, и тут минус 2, но скорпы очень быстро стреляют, и никмерские они, поэтому дальность у них не выше, но вбегает полный 4 рыцаря практически. Здесь Хьюджи неплохо мигрит, соответственно, еще 3 скорпа туда-сюда, хоп-хаба, бах. Так, и он еще чинит, дошел за петух. О нет, второй Титаник. Второй Титаник, он, конечно, может помочь, отбегает, всего лишь 2 скорпа, по сути, осталось. Дизастер. Тут на холме стоит катапульта и Манганель. Золото скоро закончится, лес, ладно, тут пока есть. По крайней мере, здесь никого нету. Но пара бы рыцарей здесь, конечно, вела бы шороху. А что, не видит этого Хьюджи, может? Видит, что там есть золото. И, кстати, должен понимать, то есть он должен тут от голды отыгрывать. Здесь вроде никого нету. Здесь у нас не добывает. Здесь, понятно, скоро закончится. А здесь вопрос. Вопрос. Откуда у тебя золото на все эти вещи? Как бы, может... Ну, нет, это карта типа Gold Rush, тут должны люди понимать. И так. А вот выход на камень за перса. Это интересно. Это очень интересно. Так, погнали мотать. Третья попытка скопиться Даник. А он еще носит рельку, why not? Тут уже на холме. Не хватает тут аванпостов, но... Да, -1 получается, но здесь уже добил. Найс. Ну, найс или не найс? Ну, что-то вот не найс пока. Блин, я предлагаю все-таки, наверное, поменять цвет уже Даника. О, хороший был. О, бред? Бред, но норм. Бред, но норм. Так, луки спалились. Монах доджит. Катапульта выжила, а тут умерла. Так, неплохой как будто бы полумомент. Жалко, что чинить нечем. Надо креста свербовать. Креста ему вербануть. Или чинить им. Так, здесь будут неплохие выстрелы. Осадку наконец-то быстро выпиливают с холмов. Все, минус осадка, неплохо. Неплохо, но там готов замок. И Хьюджи чуть ли не там в МП уже готовится. Но он заряжает снова коней. Здесь не супер быстро стреляет. И тут, видите, все мимо на самом деле. Буквально катапульты отходят. Но сейчас попытка так и свербованный. Неплохой конь свербован. Убивают чувака, соответственно, монах может еще вербануть хорошего коня. Но каты-паты. И, господи, сколько катапультов сдохло. Соответственно, у Хьюджи больше КД. И у него просто огромный отрыв по счету. Потому что он убивает просто дорогих абсолютно юнитов. Тут дом на 3 хп танкует. И... Замок. Готовится замок. Я только не пойму, куда его можно ставить. Ведь можно поставить сюда замок. И тогда это GG. Либо можно играть от дефа. Так, смотрим. Тут еще эти луки. Их не так много. Скорпы, напомню, с баллистика. Ну-ка сюда! Ах ты... Петухиус. Так, но он ходит под осадками. И все, до свидули, блин. До свидули. Окей. Конных луков не хочет играть. Бам! Все. Опа! А вот и замок. Замок в деф, соответственно, пока они временно уехали, да, луки типа купили какое-то время. И Даник это видит. И Даник это... Вот увидел просто. Вот мог не увидеть, мог увидеть там на полминуты позже, все. Замок тогда уже достроится. Так, минус катапульта. И тогда ратуша спасена навсегда. И осадка не пропустит особо. Хотя тараны, ну там слоны выйдут и все убьют. Соответственно, жесть. Отменяется замок временно. Катапульты очень быстро стреляют. Скорпы даже тоже могут какой-то урон нанести. Может сделать таран? Не-не-не, нужны катапульты. Просто массовые катапульты. Тара-та-та-та-та-та-та. 6 еще 2 готовится. Где пики? Ладно, пики сложно. Блин, как же хочется еще пару крестов туда все-таки подослать, подчинить вот это все дело. Так, строить втихаря здесь. Строить, но 1000 хп держится. Так, выходит хрен пойми откуда катапульта. Вот отсюда. И минус. И Даник тут не сразу реагирует. Минус 2 катапульты, но у него еще есть 3. Соответственно, есть рыцарь, которого можно бросить тупо в огонь. Но тут уже размигривается. Монах ищет лес, но не сильно. И замок что, упадет? Лол, кек. Замок пал, он его не отменил, но у него есть на другой замок. Лоль. Кого конвертим? Минус ката, минус... Еще 2 конверта, отлично, хорошие конверты проходят. И 3-й конверт, но обратно заберет. Забрал, но минус монг. Скорпы убивают дважды вербованного чувака. И что дальше? Ратушу еще так и не начали пушить. И видит? Да видит, монах все видит, ребята. Монах тут решает. Просто, давай, Кристан надо одного взять. Так, здесь аккуратно, нужно катапультами, осторожно. Но там, блин, нельзя их вместе ставить, потому что можно получить по таблу всеми. Плюс нельзя их далеко от скорпов отсылать, наверное. Очень много крестьян строит здесь.
И скорпы вроде, блин, не все стреляют, там только один скорп стреляет. Здесь какие-то скауты дурацкие, надо много контроля, а крестьяне строят очень быстро. И, кажется, Даник решает отдавать эту позицию в плане... Настраивается замок. Тут, конечно, 3 рыцаря, это все прикольно. Катапульты еще плюс падают. Ай-яй-яй, по своим выстрелам. Да больно! А, так это... Да, это вражеская. Ну, больно все равно. Все равно больно. Господи, задефался Хьюджи. Смотрите, вычинивает ратушу нафиг. И у ребят на двоих 5 на еде. Просто 5 на еде на двоих. Это, да, Даник экономика, соответственно. Здесь, кстати, тоже непонятно. Тут лесопилка новая. Ну, Даник экономика, ну понятно. Понятно, что они тут сейчас микрили. Просто жесть. Тут все решалось. Ну, кстати, Хьюджи мог пойти и форвард замок поставить, как по мне. Тем более у него есть вот эти здания, которые помогли бы ему там с армией. Так, ну что? Ну, вообще-то замок стоит здесь, да? Он стоит не перед ратушей, поэтому, может быть, его можно спушить как-то отсюда аккуратно. Ну, блин, здесь так неудобно из этой стенки, я не знаю. А Даниил до сих пор... 2 лучника заказать? Серьезно? 2 лучника, ну, возможно, в рейд. Ну, почему не конных лучников? Тогда странно, короче, играть здесь Хьюджи. И выходит еще больше на центр. Так, скаут тут, конечно, посмотрел. Слона нету. Кстати, Хьюджи стрелу не делает. Ой, нет, не Хьюджи. Это Даник. Даник не делает. У Хьюджи 2 стрелы, конечно. Что-то я туплю. Но Хьюджи еще и против конверта сделал Devotion. Вычинивает ратушу. То есть Хьюджи максимально играет от дефа. Разрушается стена, ребята. Подумайте об этом. Зачем сейчас разрушать стену, как вы думаете? Создать позицию. Ребята, это гребаный Eruption. Кстати, здесь катапульты бы не стрелили или дострелили с холма. Точно. Прям с холма можно расстреливать ратушу. О май гад. Вот столько катапульт. Даник, короче, вообще катапультами замки сносил. 20 кельтскими катапультами сносил замок. Можно у него, по-моему, где-то найти. Ай, правда, ему тут снесли нахер. -2. Потому что холм. Там много рыцарей, ребята. Они, конечно, седлом, без антотапы так не сильно решают, я думаю. Тут действительно решает седло, скорость там такое. А скорость, кстати, нет. А вот скорость, кстати, вот нужна. 100%. Так, ух. Ну, ой, неплохо, неплохо. Напугал Хьюджи. Оп. Уй, четко. Все. Что дальше? Так, у Даника... И что? Сюда замок. Типа в защиту от этого все. Так, ладно, осадка с холма. Неплохое, кстати, решение. Так, ну что, Даник? Ты можешь пушить эту ратушу? Да, замок не достреливает. Правда, здесь есть 3 катапульты. Окей. Так, погнали, троп. Здесь реакция есть. Монахи все подрубаются. Но здесь надо еще катапультами отойти. Выстрел туда-сюда. И проходит конверты, 2 конверта. Слишком много мигрит. Надо еще монахи отходят под скорпов. Скорпы стреляют хер пойми куда. Возможно, надо стрелять в мангнель. Минус 3, 4, 5 тысяч скорпионов сдохло. Почему так? Почему все скорпионы сдохли? Потому что эта катапульта всех убила. Или это? Another disaster. Даник, может поменяем стратегию? Так, стоп. Мы выжрали 2 золота. Так, стоп. Золото. Надо было замок может центр таки ставить. Вышка. Вот сюда поставим вышка. Вот сюда замок можно поставить. Я уверен. Рыцарь какой-то. Он вычинивает. Еще скорпы вместе стоят. Да за шо? Ну убил, кстати, не? Ух, убил. Хорош. Блин, крестьянку надо было пытаться забрать. Ну ладно, понятно, что он его может удалить, но вдруг не успеет. Куча леса, можно, конечно, там, 10 раз продать. Еще лес относительно дорого стоит. Но... Да ладно! Замок Даника сюда? Но как? Тут осадка. Тут армия небольшая, конечно. Вообще армия 6 на 8 всего лишь. По крестам прикол, но одинаково. Даник убил 25 крестов, но как бы своих уже давным-давно не делает. Я видел рейдеров заказ. По-моему, сделал рейдера и отменил, либо что. Так, Даник слил миллиард осадок и такой, заказываем еще. Еще. Мне нравится, как, типа, Даник, он не думает, вот смотрите, он вообще не думает об обороне. Он мог сюда замок поставить, он об этом не думает. Он думает, как убить. Хьюджи, он мог попытаться убить Даника, он абсолютно мог это сделать, но он об этом не думает. Он думает только об обороне, это как бы... Ладно, окей. Это психология. Окей, ускоряем, ждем. Так, замок намечен, но... То есть Даник такой объявил нам. Типа, вот. Так, он готовит хп на монахов за кельта. Здесь же... Тудым-сюдым, скорпионы копятся, но что-то... Ну, легкая кавалерия готовится. Это неприятно. Кресту уходит в поиски чего? Вот и нашли камни, в принципе.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Легкая кава объявилась. Ой, как неприятно. Надо уже выходить в пике, честно говоря. Но... Такое. Вроде, по идее, скорпы должны прям нормально разваливать каву, но... Опять больно. Ух, так. Чуть-чуть опасно. Даже креста убили. Что это такое? В общем-то. Так, ладно, вроде осадка есть. Так. Обратите внимание. О! О, вот это замок, кстати, имеет смысл. Так, ты куда, блин, в пол бьешь? Нет. Он два замка наметил. Я думал, он отменил, поменял. Он два замка наметил. Я понял. Так. Так. Максимально обходит, конечно. А тут, кстати, монах, кстати, может, правильно. То есть тут баллистика, две пилы, здесь каапы феодальные, броня появилась, тачка делать. Тачка тоже приятно. Да, я уже думал, третий замок, у меня уже чуть башка не взорвал. Нет, замок типа в деф своей ратуши. Окей, все-таки решил задефать, а здесь сюда еще замок. Так, и здесь замок. Что происходит? Что происходит? На самом деле, если Хьюджи хочет не умереть, ему надо было просто вот сюда замок поставить, и все. Это довольно-таки просто. Кстати, а вот здесь Даник уже не видит. Ну, он просто не видит здесь в моменте. Как же, конечно, тут... Да. Не хватало крестьян, аванпостов, какого-то вижена. Ну ладно, лечится, готовится. То есть он, ну, как бы... Понятно, да? Но он здесь видит замок. А ну, успеет, что ли? Стоп, здесь крестьян не то чтобы супер много, но Даник уже видит, что больше 67%, и такой, ладно. Как бы этот замок не сильно что-то меняет. Мы все равно пушим отсюда, как бы, да? Пушим. Минус не, минус аванпост, типа. Так, ой, больно это будет, господи Иисусе. Так, здесь кресты не работают, можно в фермах работать. Так, и здесь! Господи, он чуть не потерял замок. Ну, кресты работают. И надо всех спасти, всех спасти. Надо начать пушить ратушу. Или не надо, или не спеши, Даник. Так, здесь у нас рыцари. Но это очень сильно, потому что замок будет теперь постоянно бить... Ого, Brave Villager. Так, дизастер. Замок будет постоянно стрелять в ратушу, но в ратуше. А, я вот так выделил, думаю, что он сделал апгрейд на хпшку. Нет. Апгрейд на хпшку нет, 4800. Так, 1-1 размер катапульта. Сделай таран, может? Да ладно, нет, таран умрет от катапульта. Ладно, пох. Короче, петарды, все. Время X, время 0, 0. Погнали. Пушим. Куда назад, блин? Пушим. Пуш. Чем можно пушить? Замок. Замки кресты. Кресты стреляют. Первой стрелы нет. Надо купить, но денег нет. Все стреляют, но не с холма. Кто еще? Готовятся петарды. Кто еще? Монахи стреляют тоже. С лазерами. Так, здесь рейд. Похер. Забыли на крестьян. Так, монахи. Уйдите нафиг. Баллистика прокачана. Так, соответственно... Так, эти скорпы получат инфу, либо получат по таблу. Получили инфу по таблу, понятно. Здесь минус, потом еще скорпион отвлекающий. Здесь, ай-яй-яй. Так, смотрим, хпшки 4800. Развод, катапульт. Ай-яй, тут нельзя прыгать. Все, не дергайся. Соответственно, петарды всего лишь 2. Еды вообще нет, надо продавать еду. Лес, точнее, лес уже слишком дешевый. Уже стоит 3, все, минимально 14 он стоит на самом деле. То есть уже забей лес продавать, супер невыгодно, надо качать камень, что угодно. Но там нечего качать Данику. И неплохой выстрел. И здесь надо убить. По-моему, она в радиус зашла. Так. Кстати, здесь замок бьет кельтский замок. А ведь на кельтском замке есть теха, да, которая что делает, блин? Дайте я супер быстро чекну, на самом деле. Стронгхолд. Действительно! Замки стреляют на 33% быстрее. Там еще отхил идет. Блин, а сколько она стоит? Я чисто... 250 еды, 300 золота. Дороговато для Даники экономики. Но 250 еды, 300 золота. Блин, ну прикольно, что он типа может стрелять быстрее. Но здесь реально это практически невозможно прокачать. Здесь, наверное, да, надо, стоит немножко пострелять по коням, спасти хотя бы эту катапульту. Хух. Ну, вычинить ее, да? Ай, подъехал, но убил одну катапульту хотя бы. Погнали, мочиться дальше. Так, насколько Хьюджи очкует? Как будто бы не сильно, одним крестом чинить, да хрена с 2 чинить всеми. 400 леса у него есть. Соответственно, ну, персидскую ратушу, конечно, чинить... Норм, он даже делает... Он шарит, он понимает, что там что-то копится, петарды, либо что, какие-то тараны подъедут. Так, 1200 леса продано. О боги, он продает все и покупает еду. То есть, посмотрите, получается, он за 1200 леса купил 100 еды. 100 еды это даже не 2 петарды. О май гад, этот дикий all-in. На все ресурсы, на 20 крестьян меньше. Хьюджи у нас делает стены.
по сути, ему... Что нужно-то? У него тут 3 катапульты. Делается таран. Что еще? Все, буквально Даник практически ничего не может делать. Да, он может делать таран. И да, тут есть баллистика, и замок убивает уже 7 юнитов. Здесь ЛК что-то ищут. Здесь очень много золота добывается. Блин, Данику бы как-то... Ну, здесь грамотная вышка, нам вишен дает, блин. Как это не смешно. Так это не смешно, блин. Данику почему-то не смешно. Вот здесь, конечно, напрягает, что у него тут 2 замка все-таки, да? Какие-то они странные. Ну, как бы, немножко. Немножко странные. Так, ага, забайтил, то есть подъехал таран, чувак нажал на таран катапультой и не доконтролил, таран просто отъехал, тут грамотно Даник на микрухе, Маклаеве развел чувака, минус катапульта, ну окей, здесь Кстати, ворота пробивает замок, что ли? Как будто сейчас, да, но таран не работает. Ой, не знаю, но крестов сколько здесь, собственно? Подождите, сколько петард? Вот вопрос. Итак, на взрыв обычной ратуши нужно 4 плюс петард. Ой-ой-ой, тут минус, конечно. Нужно... Ну, короче, 5 петард. Короче, 4 и чуть-чуть. Соответственно, на эту ратушу надо 8 и чуть-чуть. То есть 9 петард надо полных. Ну, или 8, там, смотря сколько хп. ХП, понятно, будет всегда не 4800, потому что расстрел идет. Так, замок-то чинить... Блин, да даже замок чинить. Под себя, чтобы замок стрелял, делает Даник. Даник экономика. Было в чуть-чуть больше ресов. Может, там бы и коронка пошла, еще что-то. Так, тут кресты. Но баллистики нету, кстати. У Хьюджи вообще даже универа нету. Да, даже он хпшки опять не может апнуть. Так, ну это стоило бы сделать. Тут кресты думают, что делать. Есть рейдер какой-то. Рейдер тут, кстати, кажется, неспроста. Так, обороты ведь вынесены. А рейдер тут неспроста. Вычинивается таран. Идет дикие какие-то торговли. Тихо! Ай, палево произошло! Он спалился, что будет. Он спалился. Тихо, тихо, таран. У Хьюджи просто ресов в километр больше, хотя добытых ресов всего лишь на 3К, лол. Но это добытые ресы, да? Но там же в нули, ну, продает все. Даник. Ты угораешь, блин, чувак, тут 2 замка. С грамотной позиции заходит Хьюджи здесь, да? Хочешь убить тараны? Пожалуйста. Итак, пошел. Есть вроде, тут выстрел, ну даже больно. Но 2 креста сдохло, а петарды сколько хп остается? 4200. Сколько петард? 1000 хп остается всего лишь. 1100 хп, и он выживает и учинит всеми крестами. Чертов 2. И тут монахи еще сдохли, кресты подходят к катапульта. Крестов нету, замок упадет, кажется. И... Кресты прячутся. Здесь выходит рейдер все-таки. Очень жирная персидская ратуша, и как будто бы это все, честно говоря, импы нажаты, причем в этой ратуше, и no! Хью GG. Вычинивает ратушу, прописывает ЦГГ, и Даник не сдается, потому что он понимает, что... Целый час он пушил эту ратушу, и только потому что она персидская, она выживает. Прекрасно, прекрасно. Но я бы посмотрел вот этот моментик еще разок. Действительно, что можно было здесь сделать лучше? Да, честно говоря, мало что. Стрелу, вот стрелу апнуть первую 1 000 000%. 1 000 000%. Вторая уже дорого, но первая в 2 раза дешевле. Ну, тут как-то рассредоточить. Петарды в таран нельзя посадить. Тут кресты, они, может, даже больше помешали. Я не знаю, сколько там петард реально взорвалось-то. В ратушу-то. Вот как будто... Ну, там много взорвалось, ребят, там много взорвалось, там штук 7 взорвалось. Ну вот это монки что могут? Вот катапульта немножко не подоспела. Ну, катапульта не может конвертить. Не может конвертить, рейдер вышел. До конца, до последнего ресурса. GG. АПМ 62 на 34, лол, кек, чебурек. Соответственно, жестко. Смотрите, сколько осадки было слито. Да, честно говоря, чуть лучше где-то помикрив несколько раз, если бы Даник сделал. И все-таки мне не хватило здесь... ну, там не повезло, что 2 креста на халяву не пришли, но это Хьюджи молодец. Потом 1 крест пришел, все сделал, но тоже такой 1 крест это так мало, 2 креста должно быть. И потом, когда он его слил, надо было еще вести крестов, либо вербовать, и тогда бы, может, все получилось. Давайте посмотрим статистику. В этой конкретной игре Даник проиграл, но, по-моему, вообще у себя в дивизионе он уже прошел в финал. Ну что ж, или не этого турнира. Черт его знает. Не помню точно. Пусть он там скажет в комментах. Да, здание. Армия. Очень много леса надобывал, на самом деле. Апгрейда на золото немножко не хватило. Ну да бог с ним. Слушайте. Жесть! Ну Хьюджи задефался.
Вот такая катуля. Блин, тут два замка, надо было как-то его... Сложно, ладно, сложно. Вот как будто бы надо было отсюда как-то... Ну, опять же, ты отсюда пушишь, да, но тебя самого с холма пушат. Здесь, конечно, Хьюджи, блин, этот фон грамотно. Короче, надо было в какой-то момент ставить сюда замок как-то. Вот просто приходит 10 крестьян, начинают здесь ставить замок. Если чувак не реагирует, замок готов, добываем золото. И ситуация улучшается. Не надо продавать миллиарды ресов. Все, ребят, давайте, до новых видео и... Играйте в эпоху, как Даник. Но лучше, ну, точнее, с экономикой.